Ну что, друзья, всем привет! Хотел бы сразу начать, ребят, с поздравлений. Всех с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством. Желаю, ребят, крепкого здоровья, благополучия, любви, семейного благополучия в первую же очередь. Вот этого семейного очага, ребят. Ну, для кого жить нужно, в общем. Ну и бабок, понятное дело, лавандос. Ну и мирного неба над головой. Вот такие пожелания, ребята. Деревня, вечер. Я на сборах. Впереди, ребят, незапланированная рыбалка. Вот. Сегодня утром просто пришла смс-ка. И, короче, и вот сегодня вечером, ребята, уже все решилось. И завтра утром, ребята, ранним мы уже выезжаем. Такие дела. Я считаю, вот такие неспланированные рыбалки, они вот самые крутые, самые такие, знаете, потому что ты, когда за месяц начинаешь собираться, ты немножко прогораешь. Ты уже планируешь, уже, и вот тебе утапно уже как-то уже не то. А здесь прям хопа и полетели. 3 число, ребята, деревня. Все празднуют Новый год. Ну, мы тоже по-семейному посидели. Ну и хорош. Пора, ребят, выдвигаться, как говорится. Вот. Еду, ребята, к Братульцу, еду в Тверь. На то озеро, в котором уже не первый раз я там был. В общем, в декабре месяц решили попробовать порыбачить. В первую же очередь, опять же, встретиться, так как, еще раз повторяюсь, спонтанно. Вот. Появился у нас человечек, так неожиданно, в общем, в нашу банду так залетает. Зовут его Олег, завтра я с ним познакомлю. Живет он в Кирове. По конкурсу он выиграл 2 приза, ребята, и в целом списались, что-то разговорились, тоже рыбачок. Вот. Очень бешеное желание имеет встретиться, и вот почему бы нет. Да, ребята, вот как-то ну так. Почему спонтанно? Потому что едем очень далеко с моей стороны. Вот, ну, Олег делает крюка. С Кирова он забирает меня. Едем мы в Москву, едем до Паши, до Братульца. Там встречаемся и на 2 машинах едем в Тверь. А в Твери уже Серега, большой брат, будет поджидать. Ну, плюс-минус как-то так. Не знаю вообще, что получится, ребят, потому что Серега вообще будет жить в домике, а мы будем жить в палатках. И сегодня, ребята, я как непосредственно приехал в деревню именно подготовить все, потому что беру свою палатку и будем жить мы в ней с Олегом. Короче, как-то ну так, ребята. До этого никуда не выезжал. Планово было ехать на север к Руслану Шемякину с Андрюхой Маслаковым. Но, к сожалению, очень мощные морозы впереди, и мы побоялись. Не знаю, правильно это или неправильно, но я считаю, что это нормальное решение. Очень сильные морозы. Опасненько, потому что трасса не оживленная вообще, как бы плюс-минус зимник. Мало ли что по дороге случится. Короче, такие дела. И вот я уже планировал выезжать у себя какую-то поездку. Ну и вот тут с утра Паша: Андрюх, давай встретимся, давай, Новый год. Ну, короче, ребят, такие дела. Так, немножко подготовил вещи. Понятно, основное дома. С утра жду Олега, ребята. Где-то плюс-минус в 6 утра он приезжает. Грузимся у меня шмурдяком и стартуем в Москву. Такие дела, ребят. Так что, я думаю, будет интересно. Поживем в палатках, поживем на озере, половим судака и половим леща, ребята. Взял прикормку. Был уже опыт. Мы там рыбачили, правда, по весне. Ну, лещ там есть. Его можно рыбачить на зимнюю удочку, на тоненькую леску, на мормышке. Почему бы и нет. Вот, что-то как-то разнообразить. Судачок, лещ. Вот, щучки половили, щучки покушали, подвигаемся. Ну и опять же, ребят, путешествие, очередное путешествие. Я считаю, это очень здорово. Это вот не только рыбалка, ребят, это и дорога, и встреча, и какие-то, может, нюансы, какие-то передряги. И все это решаешь, и это от этого намного круче и веселее рыбалка получается. Давайте, ребят, мини-сериальчик, как обычно, от Андрюни. Палец вверх, ребят, от вас не убудет. Ну и погнали.
сейчас, подожди, я тебе помогу. Что, никак? Все, где-то? Не толкается больше? Да. О. Полезно? Полезло. Да. Налеща, походу, этот. Что-то там на Олег будет привлекаешься. А? Палатку. Что надо? Налеща, налеща. Паш сказал, в Твери там у Толи можно будет палатку чуть-чуть взять. Просто ну, я Так, погоди. Там маленькая эта термо сумка и бушлат и все. Ну это сейчас сюда В закинешь. коридоре, да. Так, ребят, ну что, доброе утро. Олег Батькович приехал. Все, мы загрузились. Но у нас минус палатка, ребят, под Леща. Ну, короче, много вещей оставили. Но я думаю, там ребята что-то выделят, что-то найдем. Вот такие жертвы. Олег уже проехал 400 километров, ребята. Только не в ту сторону, куда надо, а просто за мной, грубо говоря. Да, рыбаки, они такие рыбанутые, ребят, немножко. Ну ничего. Вот. Все, деревня, ребят, старт до Москвы. Как помнится, Паша мне говорил, с моей, говорит, калитки до твоей калитки 1250 или 1220. В общем, 1200. Нам надо сегодня проехать сначала до Паши, потом уже еще до Твери. Там, ну, короче, сутки мы с Олегом подсчитали. С этой точки сутки, ребята, мы будем в вот этой машине. Вот столько вещей, я не знаю, там полная просто битком. Опять же, все по минимуму старались, но никак не получается. Что-то все надо. Ну, видите, опять же на льду будем жить. Ну все, новогодние приключения, ребята. Сезон 2026 начинаем с этой поездки. Так что, как говорится, попылили. Попылили. Немного снега, всю ночь такой, трасса будет такая мутная. Ну, я имею в виду, пылить будет. Вот, как раз, да, попылили. Вот именно попылили, потому что вот эта пыль будет за фурами. Ну ничего. Да, ребят, спонтанная рыбалка. Но я думаю, будет все круто. Все, поехали. Так, Сыктывкар направо, а нам налево. Сзади есть табличка Киров 375. Давай, нет. Вот так вот скользко, как у нас, блин. Ладно, аккуратненько. Поехали.
Ну что, братцы, время у нас 10 часов, 1562 километра. Мы в Москве. Мы добрались. Ну как добрались? До Братульца добрались. Где-то рядышком. Где-то уже здесь. Ага, стоит лайбочка, стоит. Вот сейчас тут надо, Олег, где-то надо прокануться. Вон он, Паша, тачка. Готова уже, готова. А вон и Братулец. Где? Да вон где-то ползет. Ну да. Красавчик. Че ты, мужик, здорово? Как тебе сам, брат? Ты че так далеко живешь-то, брат? А? Брат, на самом деле я живу еще дальше Ну это понятно. от тебя. Я имею в виду, что так далеко забрался, поближе не мог забраться. О-о-о. Ну, в принципе, райончик мне уже знакомый. Как-то оно так. Еще дальше. Снега, говорит, у нас тут много. Это еще у вас немного, брат. Да там было еще 500-очку. Слушай, ну не знаю, брат. Олег уже так на взводе. Так, ребят, ну небольшой перекус. Братулец подкормил немножко жареной картошечки. Бомба. И знаете, сразу такой упадок сил, просто бум, не знаю, как Олег себя ощущает, я просто сразу такой расплавился. Ну, дорогу забирает все-таки. Что, начинаем Москва, ребят, 11 часов. Топим дальше, в сторону Твери. У нас еще есть будет одно место, мы хотим его проверить на всякий случай. Потому что сомневаемся, есть информация, что очень много народу. Ну, понятно, что праздники, как бы. Людей очень много, палаток много. Вот. И вот мы думаем в тишину заехать, не на большое озеро или на большое, какой-то движухой, там Серега ждет. Ну, он уже рыбачит, как бы и с техникой поможет закинуться. Ну, не знаю, в общем, такие дела, ребят. Что, дорогу снимать уже не буду. Одно и то же. Сейчас вылетаем на МКАД и очень-очень долго поедем по МКАДу. Ну, и потом уходим и в другую сторону, так скажем. Все, ну, километраж мотаем. Будет интересно мне самому посмотреть, сколько получится. Ну, до точки, получается, от Олега до точки рыбалки. На спидометре уже 250 1569 километров. Все, погнали. Ничего, что воняет? Ну, классный, водичка. Да. Он задохнулся. Да, там в ноги поставишь-то. Да-да.
Ну что, друзья, не прошло и больше суток, как мы добрались. Ровно в 5 часов утра мы вчера выехали. Время, ребята, 6:55. Мы на месте. Все, мы на базе. Тверская область. Я здесь был не один раз, ребята. Ролики, кто смотрел на канале, есть. С братульцом мы здесь проживали, снимали домики, отмечали день рождения и так далее. Ну и в общем, планово мы заезжали, ребята, на пару мест. Но в Оконцове все-таки решили приехать сюда. Еще темно, понятное дело. Вот, подъехали. У нас здесь большой брат Серега уже живет второй день. Вот, он нам поможет с заездом на лед. Будем жить в палатках, пробовать рыбачить судака и леща. Щучку половили, охота вот что-то разнообразить. Вот. Так что, наверное, в машине мы часик, ребятки, морнем, потому что устали. Я не знаю, как Олег вывез коляску, как он все это проехал. На спидометре 2000 километров почти пройдено. Такие дела прошли. Ну, Кировская область. Короче, 5-6 областей, ребята. А так, что, база, Новый год. Все сверкает, все блестит, домики все заняты. Но мы решили пожить в палатках для разнообразия. Вот, народу много. По дороге заехали, взяли живца уже. У местных, у Пашки здесь есть свои знакомые, короче, которые добыли живца. В общем, такие дела. Надо немножко отойти с дороги. В общем, рассветет и начнем, ребята. Эх, ну дорожка. Вот это мы прокатились. Погнали. Так, ребят, ну что, у нас расцветает потихоньку. Кстати, на севере у нас довольно раньше расцветает, но позже темнеет. Здесь наоборот. Ну, Серега у нас на базе. Зашел, переоделся, живет на базе. Вот. Тафалар стоит, на котором будем заезжать. Тафалар миник, точнее не миник, стандарт. У Сереги здесь по уму все сделано, кофр стоит, двигатель 20-ка, все как нужно, стартер. Вот. Переоделись, будем потихоньку разгребать вещи. Он тут не успевает остывать. Вас, говорит, тоже, Серега, завезти должник, да?
ребят, ну что, заезжаем, первая ходочка у нас. Потихоньку, помаленьку. Сейчас заедем. Серега дал в пользование технику, говорит, Андрюк, сам заезжай, и что. Такие дела. Так, ребят, ну что, локацию, наверное, многие узнали. Мы думали, куда заброситься, и, в общем, забросились на старое место. Все почему-то как-то разбросились по льду. Ну, понятно, здесь много лещатников. Вот, леща мы тоже будем ловить. Вчера заезжали ночью, сегодня ночью купили мотыля, килограмм кормового, 200 грамм насадочного. Я с дома брал прикормку. В общем, покормим, попробуем половить. Лещ здесь есть, и на удочку прикольно будет на самом деле. Так как вроде как хищник бастует, что-то штучно. Там один поймали, тут одного поймали. Но не факт, ребята. Поймаем одного-двух судаков, будет нормально. Озеро не маленькое. И прям люди разбежались. Я не знаю, ну, как-то нет такого прям масштаба, чтоб там, как городок. В общем,
И там смотрю палатки. Ну, что, праздники, выходные, ребят. Нормально. Ну, а так мы ходили пешком. Вот там жили в домике. Вот. Как-то решили тут между людей залезть. Здесь такая основная масса. Потом там основная масса и там основная масса. А здесь такой прогальчик. И сместимся туда. 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 Посмотрим. Вот. У нас есть плотва. Немного, 30 штук. И 100 карася пока. Если что, есть звоночек. Докупим. Довезут. Съездим, то бишь возьмем. Ну, как-то так. Сейчас еще небольшие вещи. И ребят Серега привезет. Все, начинаем. Башка не работает, ребят. Понятно, с такой дороги сумасшедшей, это ужас. Ну ничего, сейчас на воздухе отойдем. Сперва поставим жерлицы. Потом поставим лагерь. Разобьем. Тут все сделаем красиво. Вот. Пашка будет в своей палатке жить. А я с Олегом будем вдвоем. Я взял снегиря 4 талонг эвополы. Так как думали, что вода будет. И с такими полами можно жить. А у Паши вообще гидродно, ему вообще там по барабану. Вот. Все. Потихоньку, ребят, начинаем. О, карась хороший, бодрячок, бодрый, да. Наклонить что-то. Ставь, короче, пока плотву, а потом уже карася 10 штук эти кину, мы тоже по 10. Два. Плотва нормальная, там крупная, да, тоже есть была? Видел? Есть, знаешь, какие лошади. Ой, Он видел? О, да. Так, сколько я кинул? 2. Эй. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Юля, Ну, слушай, я на свою железь поставлю. селедка. 8, 9, 10. Так. Вот мы как раз 20 ставим, наверное. Такой. Ну, Мы заперли. Нам так не надо пахнуть, смотри, мы там зажали. Надо было так ставить, и вот это тоже не надо. Все, первая лунка. Первая лунка 20-26. Дадик нормально, да. Слушай. Так, ребят, ну что, мы погнали потихоньку. Поставим небольшую партию. Вот. Потом лагерь, ну а потом уже к вечеру доставимся. Так, чтобы монотонно, не скучно было, как говорится. Потихоньку, помаленьку. Народу море, конечно.
принципе, ребят, процесс все понятен, что, как говорится, ничего тут новенького. Все те же самые жерлицы Mercedes от Мишани. У протульца новый шнек, кстати, классная вещь, пластиковый. Ну, блин, нянчиться с ним надо, как бы, не знаю, круто. Ну вот, я вот езжу на мотобуксировщике и думаю, не для меня. Хотя еще заказал крепление на подшнек специально. Посмотрим. Вещь крутая, конечно, но ножи дорогущие. Вот. Леска 0.4. Двойнички. Ну, типа как французы. Щучья смерть. Вон, кстати, у Пашки можете заказать все это. Вот. Такие дела. Работаем. Ну все, ребята. Так, треугольники нарезали. Жик, 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 жик. И вот потом уже между этими треугольниками можно будет добавлять, переставлять и так далее. Вот. Ладно, обед. Надо заниматься лагерем, ставить хату, готовить обед. У Олега сработка. Ага, походу сработка. Выставился, и он сработка.
пока нет хуячит. Я как не смотрю, на пятки не говорил, ладно. Просто подержу. Пополнить надоело. Она пожестче. Да. Ну это максимально к стеночке, да, вот так. Четенько. Второй. Погнали. То есть видишь, уже другие пятки. Берег вот этот новый, а вот тот старый. Кстати, для его полов самый топ. Текс. Текс. Что у нас вот сюда ехало, все живое? Отлично. Это сюда. Так, ребят, ну что, быстро-быстро поставили мы лагерь. Все, в принципе, так. Ну, еще грязновато, понятно, надо доводить до ума. А так, в целом, как бы, пойдет. Вот. Снегирь 4 талонг. Там мы будем с Олегом здесь жить все эти дни. Ну, и Паша, получается, у него кубозонт, лотос. Мы в позапрошлом году ночевали в этой палатке. Прикольная палатка. Очень понравились гидрополы. Вот именно когда стоишь долго времени, знаете, вот этот момент, когда начинает подтаивать под печкой. Хотя вот эти полы тоже держат. Ну, те вообще классно. Вообще гидрополы кинул, теплые, все забыл. Вот. Паша почистил до льда, я натоптал подушку. Ну, у меня, в принципе, есть опыт, и так намного дольше сохраняется. Дольше нету влаги, нежели когда чистишь. Там уже начинает сразу таять лед, а здесь снег немножко начинает впитывать его, и как бы он дольше держит, на мой взгляд. Я обычно мотособакой накатываю. Все, затопил печку, в палатке уже Ташкент. Паша там пока готовится. Вот. Сейчас, ну тут что-то станцию, не станцию. Станция, не станция. О, кстати,
На Новый год Юлина подарила мне пару подарков. Давно хотел себе такую штуку взять. О, блин. Уже где-то вода попала, намочился. В общем, вентилятор, ребята, для дровяной печки. Именно чтобы, когда большая площадь, чтобы был обдув. Вот так он выглядит. Есть паспорт. Есть паспорт. Вот. Работает, ребята, он от того, что от нагрева. В общем, площадь нагревается, и он начинает вращаться. Вот. Сейчас достанем, посмотрим все это дело. Так он выглядит. Они есть разные, то бишь его лопастя вроде там разные, и площадь разная. Хочу сейчас посмотреть, как это все выглядит. Ага, вот, можно его подвесить. Ну, то бишь не подвесить, а взять с печки его, да, правильно? Вот так это будет правильно. Ну, сейчас хочу все это дело я протестировать. Как раз печка уже нагрелась. Ну и потом у Паши покажу. Тут сейчас еще грязно, ребят. Что-то снег, еще не снег. В общем, чуть попозже. Завтра, в общем, рем-тур вам покажу. Сейчас пока голодные. Надо сготовить пообед. И пообедать. Такие дела. Коробка намокла. Ну-ка, ребят, а дай-ка посмотрим. Поверхность, конечно, неровная у меня уже. Печка эта бывалая. Одна из там самых первых. Пашихонка 25-я с встроенными экранами. У меня была 30-я раздвижными. Это с встроенными. Ну и чё? Ну, холодный, наверное. Просто еще. О, что-то шевельнулся. Заработал, ребята. Вот так вот. Прикольно. Ну это как раз вот именно когда палатка большая и в этом углу очень жарко, а в том холодно. Соответственно, вот такие вещи. Вот, блин, хорошо. Хорошо начал жарить. Ну и так чисто посмотреть. Понятно, у нас тепло. У нас тепло, как бы. Это для сильных морозов там, чтобы равномерно распределять тепло по палатке. Такие дела. А вот, ребята, у нас первая сработка. Недалеко от лагеря. Это хорошо. И крутится. И мотает, и крутит, ребята. Так, ну что, Олег у нас щучку взял в районе килограмма, такая желтенькая, красавица. И вот прямо возле лагеря, буквально 5 минут назад. Мы еще там в палатках там ковыряемся. Паша вышел, говорит, о, работка. Ну, крутила. А посмотрим. Если рыба, то, конечно, будет круто. Озеро такое с характером. Мы здесь уже, я уже здесь 4-й раз, получается. И вот сколько рыбачишь, на глазах поклевок никогда не было. Уходишь, приходишь, есть поклевки.
Такие дела. Сейчас поглядим. А как ты видел, что пиво? А я на большую смотрел. Ну, не знаю, посмотрим, что. Подождем. Держит. Да, если судачок, то, блин, он может тут вообще стоять 20-30 минут. Что-то не хотит. Ну пробуй. Пробуем, что, да? А что нет? Наверное, да? Мелочь бросил. Ну, покрутил чуть-чуть. Смотри, какая рана. Есть. Что, судак? Слушай, ну, Клык. ну похоже на собаку. Похоже, да? Что, умер, нет? Или постоит до вечера? Постоит. Вечером сменить надо. Ну да, это у нас вторая получается. Ну да, вот. Покрутила. Блин. Холостая. Ну вот, 2 флажка уже получается было. Ну, Олег свой ряд выставлял, и у него крайний уже там доставлял, и у него первый там сработало. И сейчас вот у нас 2 подъема, 1 щука. Ну тут такой порез хороший, не похожий на щучий, знаете, вот этот. Если мелкая щука бы была, там такие крапинки бы были, а тут прям кусок мяса. Может, и судак бил. Ладно. Поклевки есть, это уже хорошо. Так, возвращаемся в палатку. Немножко, ребята, вроде как расположились. Ну, опять же, повторюсь неоднократно. Палатка классная, но не хватает каких-то органайзеров, крючков, вот что-то типа такого. Вот есть 2 сетки, вот, ну, маловато, я считаю. Вот курку повесить, что-то такое. Вот в комплекте шла, кстати, вот такая сумка. Я не знаю, она бесполезная что-то. И вот такая небольшая. Ну вот это еще что такое-то шло не шло, как говорится. Маленький столик у нас здесь. Зарядники будут. 2 раскладушки. Ну еще тут вещи распаковываем. Все, печка тепло дала сразу же. Дровяная печь, это, конечно, ни с чем не сравнить, ни с одним обогревом, я считаю. Не любой там автономкой быстро дает тепло махом. Так, сработок пока вроде больше нету, но здесь, скорее всего, больше и не увидим. Вечером, ночью судака надо ловить. Ну и ставить палатку. У нас взяли маленькую палатку еще под леща. Вот. Ну, братулес тут у нас будет один жить, кайфовать, готовить, кстати, обед на скорую руку. Братское сердце. Что надо, блядь? Что там, как там у тебя? Все хорошо. Ну, все тут отлично. Ну, короче, потом, ребята, будет время поспокойнее. Кому интересно, сделаю. Вот расположение у Паши. Да и палатка сама интересная. Ну и расположение, в общем, отличное. Так, раздеваемся. Идем обедать. Жрать охота, страшно.
покупаю Ледяная, брат. Царская ледяная. и это до большого размера не выращивают. Молодыми. Ну как бы дома, да? Да, да, Ну ты видишь, просто домашние яйца, я то и говорю. Значит, свое чувство. Ну это хорошо, что. Так то бы. Вон ты видишь, смотри, сколько фиксаций. Вон липучка. Я так понимаю, вот это, наверное, да? Вон у тебя тут миллион. Судаков моих там выпущу. Никто. Это за что я не понимаю. А, нет, два слились. Два слились. Ну давайте, что, все. Тут соседи снялись на... Мы дома, что? Сняли? Ага. Правильно. Что-то у нас не понимали. А так что будет кто-то Давайте, снится? Давай. наконец-то мы дома. Рад. Еще поспать бы, да? Да можно дремануть еще? Да, конечно, что тебе побыльнет. Все уже, печка топится, все тепло уже, разделся, он лег, полежал. Всё уже. Красота. Рыба будет сидеть. Красота. Тебя Тебе ждать. Ага. Ну там крышки уже такие. Щучьи или нет? А. Ну все. Может выходит спать. Прикольно, у меня сидим, снег капает. Я еще коньки сейчас развешу. Гирлянда. Гирлянда? На вечер. На батарее когда? Когда турбанк. Ну, 3. Один я набор сделаю. Палатки. На шнек так. Кстати, завтра Рождество, ребята. Ну, завтра сделай. Красоту наведи. Фотосессию устроим здесь. Здесь.
Так, ребят, ну чё, пообедали. Время уже 3 час. Скоро темнеть будет. Олег спать лег. Ну понятно, было 2000 километров. Проехал. Мы с братульцом, короче, решили поставить палатку на леща. Я заезжал в магазин, купил мотыля. Ну, желание у меня бешеное имеется порыбачить. Тут ловят. Неплохо ловят. И здесь мы сейчас закормимся. Поставим палатку. Толик нам привез палатку. Толян, будешь смотреть, привет тебе огромный. Привез специально под эти цели. Мы хотели свою привезти, но у нас уже не влезло в машину. Ну и тут, короче, надыбали. Вот. Сейчас приготовим место. Посмотрим, что за палатка вообще в целом. Сколько там места. Вот. Разбуримся, закормимся. Вот. Возможно, даже сегодня порыбачим. Здесь у нас отдыхает большой брат с женой. С утра с техникой, которые уезжали. Вот. Вечером приедут в гости. С работы пока нет, снег идет. Ну и темнеть скоро будет. Так что надо какие-то делишки доделать. Так вроде уже все хорошо. Все замечательно. Погнали. Вот что значит зимушка зима делает. Да, брат, в Москве снега нету, да? Хоть тут покидай. Братское сердце сегодня решил весь лед почистить. У себя почистил. Ну и здесь. Ну и пускай, да, что нормально будет. Я думаю, примерно такого размера и будет палатка. Сейчас посмотрим. Народ съезжается, кто-то приезжает. У нас тут соседи стояли, никого не осталось. Все уехали. Ну как, смотались, в общем, ушли. Ветерочек небольшой. Ну да ладно.
Так, ребят, ну чё, поставили палатку, но плохие дела. Вода поперла. Ну ладно. Она тут подстынет. Нормально будет. Мы сегодня как бы и не планировали рыбачить. Сегодня только надо немножко подзакормить. Вот. Есть вот такие шарики дымящие. Готовые уже. Сейчас мы сюда. Точку надо, ребят, подвеселить, так скажем. Так. Подстынет и будет нормально. Нормалды. Блин. Так. Есть, ребята, кормовой. Килограммчик. Кормовой килограммчик. Так, сейчас. Я тут сейчас, ребятки, тут сделаю более-менее, чтобы было мне удобно. Потом уже мы посмотрим. Замешаю в пакете. Замешаю я в пакете вот эту красоту. Ням-няшки. О. Смотрите, ребят, прелесть какая. Вот. Есть у меня готовая прикормка. Посмотрим, в общем. Шарики сделаю. Опять же этот самосвал. Ну, я ящик приготовил. Ящик у меня с машины не влез. Я его оставил. Парней никого нет. Вот. Так, это дешевая палатка. Чисто от ветра. Погнали. Сейчас, наверное, я по жменке, может, вот так даже просто кину. Чутка. Не знаю, будем сегодня ночью рыбачить, не будем. Посмотрим по настроению, как силы будут. С дороги, ребят, уставшиеся. Вот. И все остальное с прикормкой. В пачку замешаю сейчас. Сделаю. Нормально будет. Течения здесь нету. В принципе, глядятся шарики. Шарики большие, это стартовый закорм. Вот такие, ребят, получились. Плюхнем. Ну а потом уже понемножку. В принципе, не хотел сегодня это делать, но думаю, ладно, пускай будет. Подлещик вроде ловится. Так что побалдеем на подлещике. Так, ребят, ну чё? Ну, закормился. Кто-то скажет много, кто-то скажет мало, кто-то скажет самком надо спускать. Ну, как есть. В общем, не знаю. Завтра посмотрим. Ну, может, сегодня, не знаю. Ну, скорее всего, нет, ребят, потому что спать охота очень ужасно. Вот, тем более, Серега сказал, подъедет. Так
Так что надо что-то приготовить, что-то надо убраться в палатке. Как-то, ну что-то, не знаю. Вот, как бы, ну, многим может как-то там, знаете, сразу там рыбалка, там рвутся, там, ну, кто вот такой маршрут, ребят, проделал, вот 2000 километров на рыбалочку, кто-то гонял вот так в одно жало, ну, я имею в виду, останавливались только на заправку, 4 раза мы заправлялись до полного, 3 раза мы наливали полный бак омывайки, ну и чай попить 2 раза, так, с термоса. Ни в кафешке, никуда мы не заезжали. Все, ехали. Маршрут получился у нас с 5 утра, в общем, до 7 утра. Вот такие дела. Вот. У меня очередная новиночка. Заказал себе очередную, ребята, подвесную каменскую лампу, так скажем. Ну, фонарь, да, здесь он, конечно, универсальный. Вот, ну, хочу именно использовать как лампу. Вот, есть регуляторы. В общем, вот так на максималочке есть подвесочка подвесной. И, то бишь, вешаем. И посмотрим, как себя покажет. Вот, сегодня потестирую. Если меня все устроит, то завтра обязательно расскажу, ребят. Здесь много приколюшек, на самом деле. Вот. Такая интересная в виде этого, как его, знаете, ну типа не башни, а типа колонны, что-то типа такого зеленого цвета. Вот. Как раз пришел на днях, где-то здесь, ага, вот как раз и крючочки вот встроенные. Раз на рюкзачок можно подвесить, ну и получается можно подвесить к палатке, да, к любому вообще месту, где вы хотите. Так, ладно, это мы будем тестировать. А пока сейчас пойду Паша что-нибудь приготовим. Олег вырубился просто как убитый. Вообще, ну понятно, представляете, какая нагрузка на человека. Я устал, как просто сбоку сидеть, но я все равно могу так. Я часик где-то кимарнул даже по дороге. Вот. Все равно, а вот это все в напряжке. Да. Ну, такие мы рыбаки. Да, как бы Паша пригласил, собрался, а Олег поддержал, как бы. Я ему очень благодарен, что как бы он проделал такой маршрут. Что и как бы в эту поездку новогоднюю я здесь со своими друзьями. Так что такие дела. Так, ну ладно. Так-то, ребят, вообще, честно, если бы сейчас я прилег, наверное, я тоже без задних ног, наверное, просто вырубился. Ну вот и подошел тяжелый день к концу, день заезда, один из самых тяжелых, я считаю, ну еще и выезд, соответственно, это такие денечки, которые надо
спокойно, ровненько подойти. Не надо буксовать, газовать, потому что с устатку и морально устаешь, и что-то может не получаться. Ну, в общем, день подошел к концу, ребята. Серега приезжал буквально на 15 минут, так как все с дороги уставшие, сидеть не решились. Посидели 15 минут, Серега поехал на базу отбиваться. Ну и парни тоже по палаткам разошлись спать. Я еще на час вышел попробовать половить леща, но, к сожалению, поклевок не было. День заезда тяжелый день, так как пройдено почти 2000 километров на автомобиле в ужасную погоду. Очень снежная трасса. В общем, тяжело дался маршрут, ребят. Ну, а мы на месте, все хорошо. Вещи все завезены. Лагерь стоят палатки. Жерлицы выставлены. В общем, впереди пару дней кайфа. Так что все нормально. Я считаю, что все получилось. Рыбалка как будет. Дело уже второстепенное. Самое главное, что мы добрались без поломок, без всяких каких-то других моментов. Все у нас хорошо, все отлично. Все, отбиваемся. Всем спокойной ночи.
Так, друзья, доброе утро всем. У нас работочка ночная одна. Идем на проверку. Вот и думаем сейчас, вот там судак или щучка была. Так, вроде натяжка есть. Угу. Полная вымотка. Ну что? Так. Ну что, кто у нас там будет? Судак или щука? Так, пошло. Что-то хорошее идет. Так-то вроде. Эх. Судачок есть первый у нас. Красавчик. Мой первый судак на жерлицу. Крючок уже там еще будет. Ну все, заряжаем, дальше пробуем.
Так, ребят, всем доброго утра. Время 10 час. Ну, это и не удивительно, потому что тут в 9 еще темно. Вот. У нас наоборот, в общем, раньше светает, позже темнеет. Здесь позже рассветает, но позже темнеет. Вот. Вчера в 4 еще тут более-менее было. Ну что, выспались, восстановились, как бы, плюс-минус. Я считаю, что нормально. Был инцидент, у Паши был с вечера и у меня под утро. В общем, закоксовалась труба, брикеты вообще некачественные, вообще просто какие-то, они не горят, они как-то рассыпаются, очень много дыма от них. И, в общем, на шайке, в общем, конденсат, труба. У Паши 6, чуть пораньше, это проблема. А у меня 8, чуть попозже, это проблема. Под утро пришлось открывать юшку и просто дать жару, и чтобы она пробила, прогорела все это дело. Кстати, нормальный вариант. Спрашивают, вопросы задают, как что, как чистить. Вот, ребят, просто дать надо ей жару, прям хорошо, до красна ее. Вот, и ветер поменялся, я смотрю, весь снег в черных вот этих плюшках. По рыбалке, ребят, вчера у нас 2 подъема, один у нас, один у Олега. Олег щуку поймал, вот то местечко. А у нас здесь, скорее всего, судак ударил, и все. Ну и с утра, в общем, один загар Олег достал с хорошего судака в районе 1,5 килограмма. Вы это видели? В общем, как-то ну так. Погода поменялась, ветер вообще поменялся. По прогнозу будут морозы. Вот. Ну и как-то так. Вчера закормил лунки на леща. Ночью даже пробовал. Желание было небольшое. Сходил, попробовал. Поклевки не увидел. Ладно. Сегодня докормим. Попробуем. Вот. Ну и в целом, не знаю, что-то как-то попробуем какие-то переставить. Ну, как минимум, надо пройтись. Посмотреть всю плотву. Скорее всего, она сдохла какая-то. Это у нас последняя плотва, которую мы насаживали. Вчера полностью все насадили плотвой, а сейчас остался карась. Ну вот, пока вот так, ребят. Ну что поделать? Ничего не поделать. Рыбалка тема такая. Ну и опять же много народу, и как бы нет информации, что хищник клюет. Вот лещом занимаются, сидят, а вот хищник не берет. Ладно. Пойдем попьем чаю. И что-то начнем делать. Поехали. Чаечек, чаечек. Чаечек, чаечек. Братан, колбасу там, хлеб отрезай. Разберемся сейчас. Будажник готовлю сразу, потом пойдем. Чтоб он нас был, пожрать нас. Ты мясо подай. Чтоб в обед сесть спокойно поесть. Ребята там на моей сумке лежит под столом. Там он. Рыбаки видят, как свой хуй-то ползаете здесь-то. Да что, вон там скучно сидеть. Они вчера, говорит, ходили, бля. Хотели, говорит, прийти. Да, хотели что-то, да. Да. Ну что? Что тебе, как казахстанский? Прикольный? Прикольно так-то. Мне очень нравится. Мне очень нравится то, что ну, завариваться просто трясяк, понял. 8 числа мне привезут чая. Ну, не надо ждать. Видишь, он сразу не сидишь вот это не клюешься. Он же гранулированный. Да. Ну да. Но гранулированный не весь такой. Угу. Иногда плавает сверху, не топишь его.
Так. Вода, конечно, не замерзла. Ну, что делать? Ничего не делать. Как говорится, приделать, да? Так, ребят, ну что? Попробуем посеять по лещу. Вчера закормился. Нормально так, 2 килограмма сыпухи, шарики готовые и такую жменьку хорошую кормового мотыля. Вот. Сейчас пока кормить не буду. Посмотрим, стоит на точке, нет. Попробуем. Так. У меня есть пучковяз. Все шикарно. Ну что. Так. Есть поплавочная, есть без мотылка. Поставлю пару поплавков, наверное. Пару поплавочков я поставлю. Так. Здесь готовые, только надо поводки, получается, поставить. Тут у нас что? Это не мой комплект. Коромысло, да? Поставим коромысло. Коромысло это тоже тема лещевая. Коромысло это тема лещевая, ребята. Так, сейчас сделаю, настрою, ребята. Все будет четко. Сейчас настрою, все будет четенько. Это как его? Парнишка занимается, делает удильники такие. Такой монтаж интересный. Ну и застежечка. Я никогда не рыбачил на коромысло, кстати. Первый раз. Крючочки 3 грамма, я так понимаю. Раз. Вот такая оснасточка. Так, ну что, поплавочек есть. Теперь на безмотылочку зарядимся. Ну, буду все равно подвешивать мотыля. Так, ну а тут вот как-то так, ребята. Не знаю, много, не мало. Пучок жирный, наверное, сделал, скорее всего. Посмотрим. Блин, перехлёсты вот эти что-то мне не нравятся. Мучаешься. Что-то, блин, не продумано как-то сделано. Что на поплавочке сейчас, что на безмотылочке. Все, опять петлю кинул. Да. Надо в натяг постоянно держать, что ли.
Не ложится она туда и все. Вот, дно. Попробуем поиграть. На коромысло, ребята. Поклевочка. Кто-то шевельнул. На игру нифига. Надо, мне кажется, подкормить немножко. Муть поднять. Муть поднять и будет хорошо, я думаю. Вчера-то хорошо закормил здесь. Что, дып, дып. По лещу-то, ребят, я не особо такой мастер. Опыта вообще нету. Ну, так, плюс-минус. На этом озере я здесь половил, душу отвел. Весной можете посмотреть, ролик есть. Надо подкормить, мне кажется, ребят. Сейчас я сделаю прикормочку. Шариков сделаю. И муть мы поднимем. Подойдет. Так. Сейчас подкормим, ребята. Свеженького добавим. Как говорится. Смотришь, и мазь пойдет. По суху не ходит. Жменьку такую бахнем. Нормально. Ну и сюда можно. Сейчас я размешаю все дело. Посмотрим. Ну что, ребят, закормились. Ну, сейчас посидим, посмотрим. Шевеление было, значит, должен собрать. По шарику хорошему такому скинул. Ну, еще сверху. Течения нету. Нормально. Посмотрим, ребята. Нихохо. 3 шевеления. Ну, 3 поклевки, так скажем. 2 на поплавок, 1 на кивок. И то вот так. Кивок маленький. И сразу и не понял. Смотрю, у меня жик. И все. Сижу, наверное, уже минут 40, час. Паша
обед готовить сразу. Говорит, не буду потом, чтобы там заморачиваться. Приготовлю обед. А Олег пошел комбинировать там жерлиц, доставлять. Вот, все, короче, в пределе. Я вот пытаюсь разловить, что-то не знаю, не получается. Так, ладно. Удочки поднял. Братулец обед приготовил. Обед по расписанию, ребят. Обед нельзя пропускать. Пойдем тогда кушать. Что там приготовил вкусненького, наверное. Пока не получается, ребята, блин. Нифига. Посмотрим. Может, что вечером. Сейчас стая решит, что будем делать дальше. Сработка, ребят, прям щелкнула. Только подошел, вышел с палатки, переоделся. И загар. А вчера, кстати, вот на ту у нас било. Сейчас вот на эту. Щука, наверное. Ладно, покушаем, пускай мотает. Так. Что тут у нас? Что тут у нас в столовке? Что тут у нас сегодня на меню? 13 часов, все как полагается. Обед по расписанию. Братская, что ты тут что, гуляша сделал? О, ребята, красота. Так. Ветер холодный, блин. Нахуй уже в этой палатке сам как гуляш. Жарко? Здесь жарко, Готов. провонялся нахуй. Ну а что делать, да? Так оно и есть. Судак походу опять. Не жрет. Да. Да, судак. Судачок, да? Ну не дергает, судак обычно. Это судак. Ну заглотился. Да или нет? Да. Перши есть? Его бы отпустить. А? Перши. Сейчас притащу. Эти, кусачки? Ты нет с собой? Судак. Смотри, заглотил. Живет. Половим. А ловим, куда денемся-то еще? А тогда это не зачетный. Карасик маленький надо поставить, на карася тоже тут. Так, ребят, что, рыбка не клюет, будем фильмы смотреть. Так, поваляемся в палатке. В палатке Ташкент, тепло. Вот. Вентилятор работает пока. Не знаю. Писали в телеграм-канале, что горит. Надо, в общем, как будто бы не чтоб от трубы он брал тепло, а именно холодный воздух. Но опять же смысл его, что он туда гнал, правильно? То бишь сгорает типа вот это от теплого воздуха. Типа, ну, нам-то нужно, чтобы он сюда нам как бы
Вот. Ну ничего, пока работает. Ну а так погнали. Фильм посмотрим. Такие дела. Даже кайфует. Ништяк, да, брат? Да, тепленько, хорошо. Тепленько, хорошо. Да, вообще как дома, честное слово. Пашки печка маленькая такая. Инвент, да, у тебя? Да. Пятнашечка. Дрова еще. Роскошь. Тебя привезет, тоже нам нужно грузить. Дрова нам привезут, кстати. Ну и палатка, в общем, так. Я ее показывал позапрошлом году, по первому льду, когда мы ездили. Мы как раз первый раз испытали это кубозонт. В общем, видите, как идет и куб. Ну и вот крыша, она идет зонтовидного типа. Я считаю, это тоже большой плюс по снегу, по дождю, по скатке. Ну и компактность. Ну да. Вот, так как у меня вот прошлую рыбалку, когда приезжал Андрюха, у меня вот крышу ломала ночью. Хабы не выдерживали, сырой снег тяжелый ломает. Вот. Ну, в общем, печка. Кстати, тоже независимо, можно ее поставить в это окно и в это окно. Вот такой материал сюда крепится. Ну, по уму сделано, я считаю. Сетка здесь, вот сетка здесь. Вот. Получается. Ну, опять же, здесь окно. Вот там большой карман, что немаловажно. Можно его использовать. Гидрополы снизу и теплые полы сверху, получается. У Паши еще есть гидрополы с лунками. Вот. Там есть выход под вибасту, ну, под трубу, под гофру, что можно вот выводить. Вот. Палатка, конечно, не из дешевых, но она того стоит. Много приколюх. Вот здесь вот по углам можно ставить дуги еще вот вертикальные, чтобы вообще ее не сгибало, не сломало. Вот. А Паша их не ставит, вертикальные такие стойки ставятся. Ну, в принципе, и незачем, да. Опять же, второй выход. 2. И двери еще. Двери можно ставить такие, ну, распашные, да. И еще есть накидка сверху. Хотели ее поставить, ну, поставим, наверное. И вот вытяжка вот такая. Тоже ее можно приспособить под что-нибудь, не знаю. Даже под печку, под вертикальную трубу можно поставить, не вопрос. Так, а так, в целом, вдвоем мы здесь вообще шикарно ночевали. То бишь, вместо стола у нас была раскладушка. Там у нас стояла печка. И здесь вот Паша кресло. Здесь у нас стояли 2 столика небольших. Вообще классно. Теплая палатка. Такая вот темноватая немножко. Вот, потому что трехслойная, видите, внутри вот такой серый материал как будто бы. В целом, ну, не сказать, что темная. Берег, допустим, у меня намного темнее. Даже днем надо ставить фонарики. Вот. Да, огонь вообще, я считаю. Ну, братулец там, видите, валяется, кайфует, балдеет. Сейчас пойдем жерлицы ставить, работать. Ветер поднимается, зараза. Тут у него продукты, станция стоит. Вот. Тут живец, карась у нас с кислородом. Пашка подкислородит их. Вот они там у нас нормально чухают. Там хорошо все. Такие дела. Ну и у Паши такого плана еще летняя, да, брат, у тебя? Да, такая же. Зеленая. Но она, получается, двухслойная, да? Это 3, а у тебя 2. Ну вот, Пашка, в принципе, доволен. Пока вот у него вот так. Он тоже много перепробовал всяких разных палаток. Вообще много. Он еще раньше меня, наверное, начал с палатками двигаться. Вот, тоже, говорит, всякими опытами, опытами приходили. Вот, получается, вот пока остановился вот на данной палатке. Это Лотос Кубозон, да? Угу. А размеры какие у него? 2. 2,60 на 2,60. 2,60 на 2,60. Хороший размер, ребята. Я считаю, вот если вдвоем 2,20, там вот это не пойдет. Что-то вот такого плана. 2,40, 2,60, 2,90, ребята, самый то. Коврик у него здесь. Короче, вообще нормально. Одному здесь просто, я не знаю, ну, кайф. Кресло вот можно, видите, поставить. Лунки, допустим, рыбачить, леща вот сейчас сидеть. Как-то ну так. Ну, в общем, такие дела. Нормал. Пойдет.
Но она, ребят, не дешевая, я вам сразу скажу. Ладно. Печурочка работает, печурочка хорошо, тепло. Ну вот наша получается, ребят. Так она выглядит снаружи, Паша. Вот. Ну и наша. Моя вот живем на 4 талонка. Тоже 2 входа, кстати. Вот. С этой стороны. И с той стороны. Тут немножко комплектация такая слабенькая, но просто спрашивают, показываю. Вот. У нас 4 окна с каждой стороны. Опять же, это выход и под печку. Вкладыш вот этот снимаем, вклеиваем. Вот там такой вкладыш, видите, ребят. Вот. И ставим печку. Никакой разделки, то бишь противопожарки никакой нету. Вот. Стоит она у меня вот так. И по краям раскладушки. Так у нас 2,30, а так 2,90. Эво полы. Тут тоже, конечно, я считаю, это просто песня. Можно долго стоять, не перемещаться, потому что держит хорошо. Ну, сетка здесь, пару органайзеров, так в целом. Вот. У нас тут столик небольшой, там у нас зарядный отдел стоит. Китайская у меня станция, брал я недавно, второй выезд у нее. Классная вещь, хорошо справляется, я рад. Тут у нас коврик, заходим, ноги отряхаем от снега, чтобы меньше воды было. Там кан с живцами, под раскладушками куча вещей, конечно. Там баулы, там сумки. Вот. Лампы освещения вот так подвешиваю. Крючочки надо самому как-то все тут дорабатывать. Веревки можно будет продевать вот так. Ну и вот по поводу хабов вот складывается. Но я думаю, что у меня браковано, потому что вот эта дуга, вот она кривая идет. Очень слабая крыша. Вот, одеваем такой носок. Вот, спрашивали тоже. И уводим. Спасает вроде как. Ну ничего, нормально. Сколько я уже ее с ней хожу. Ничего вроде не было. Старая печка, пашихонка 25. Вот. Ну и в общем как-то она так. Смотрим кино. Ну, Олег балдеет. Балдеет. Связь есть, да? Ништяк. Че, Олег, скажешь? Судака поймал первого? Судака первого поймал, да, круто. Первый раз в своей жизни, да? Первый раз в жизни судака ловлю, еще и зимой тем более. Ну да, нажалиться, это тоже приятно. Ну, в общем, пока рыбалку Олег делает. Мы пока с Пашей. Так. Короче, такие дела, ребят. Ну и по времени. Время у нас уже 4 час, получается, а светло еще на улице. Вот, на севере уже темно, ну, у меня дома. Ну, Олега, в принципе, что, он сосед у нас, Кировская область. Так что такие дела. Так и жили, говорит, спали в роса, дети были. Далее. Да. Такие дела, ребята. Так, ребят, что рыбка не клюет, будем фильмы смотреть. Так, поваляемся в палатке. В палатке Ташкент, тепло. Вот. Вентилятор работает пока. Не знаю. Писали в телеграм-канале, что горит. Надо, в общем, как будто бы не чтоб от трубы он брал тепло, а именно холодный воздух. Но опять же смысл его, что он туда гнал, правильно? То бишь сгорает типа вот это от теплого воздуха. Типа, ну, нам-то нужно, чтобы он сюда нам как бы. Вот. Ну ничего, пока работает. Ну а так погнали. Фильм посмотрим. Такие дела. Большой брат приехал. Потеряли большого брата, а он есть. Да, здесь рядом, дровишки привез. Толянчик, красавчик. Водички. Водички, да? Провизия, ребят, приехала. Дела-то есть? А молоды. Как оно, Серый? Отлично, все хорошо. С наступающим. Могу сказать, что ловим только вы и мы. Да? У меня уже третий
покупатели в магазине нашлись на подлещика. Что, вообще не клюет? Ни у кого и чего. Понятно. Вообще, даже и хищник только у вас. И вот что мои поймали. Да? Больше ни у кого ничего. Ну вот так вот, ребят. Значит, мы еще не лохи. Мы еще даже поймали, значит. А так вот сколько ребят тут стоят, ни у кого. Ну, дровишки подъехали. Попилим потом. Ништяк, брат, да? Так, ребятки, ну что, мы пойдем поработаем, жиличками позанимаемся. Серега приезжал, катается по озеру. Мы еще что-то поймали, оказывается, ребят. Так что здесь люди уезжают в ноль. Приезжают, просто Серега там как раз остановился возле магазина, покупают рыбу подлещиков. Стояли тут 3-4 дня, ни одной сработки. Так что вот так вот. Но мы хотим увеличить результат. Значит, пойдем работать. Опа. Сейчас мы по-хитрому сделаем. Такие дела. Все равно, ребята, найдем. Все равно найдем. Правда, карась, ну ничего. Карась у нас небольшой. В принципе, даже будет лучше. Судак. Это не щука. Щука, да, она, блин, здорово хапает. А вот судак, он его держит, ну, не глотает. Надо маленького живчика. Ладно, ребят, поехали. Сейчас темнеть уже начнет. Как раз, ну, к сумеркам. Щука не клюет. Ну, чтобы к ночи свежий живец был. Такие дела.
что, ну сумерки, начинает темнеть на озере. Пойдем пройдемся, поработаем. Надо делать что-то, ребята, иначе так проиграем. Ну вроде так не холодно, градусов 8-9, наверное, но блин, ветрище такое. Как-то так оно. Ладно, посмотрим. Водичка, ребята, выступила. Осижалец. Жестко прям вообще. Ну, жерлицы-то, понятно, не замерзли. Снег тем более есть. Живое, блин. Нормальная сорога. Тоже бодренькая, да? Да, такая, слушай, нормальная. Это тоже сейчас живой был. Хороший? Да. Ну тут давай заменим. Что, не алё? Да не, слушай, огонь. Вообще. Ну давай. Вот, блин, видишь? Живец нормальный. Что, оставишь? Да. Нормально, нормально, дергается она, хорошо. Отлично. Там Олег уже. По живцу, ребята, все живое, нормальное, более-менее. Хрен знает. Ну, сейчас карася будем ставить. Посмотрим. Сейчас вот переставимся. Что к Олегу, что туда. Такие дела. Старые жерлички Пашкины. Резиночки еще. Поехали. Раз, два, три. Важок работает, все четко. Нормалды. На карасика. Зарядим-ка сейчас мы.
и ветер, ребятки, на озере. Все, отработали. Блин, получается, вчера туда ветер шел. Я вот так выставился. Ну, думал, ну плюс-минус поменяется. Вообще полностью поменялся. Получается, труба и вдоль палатки вот так по крыше идет дым. И залетает все равно через окна вот этот запах невыносимый. Блин, хоть переставляйся. Ну уже, конечно, что делать. Блин, мне нравится лампочка, ребята. Теплый свет. Смотрите, как уютно в палатке. Пожалуйста, читай, готовь. Блин, нормально. Новое освещение у меня. Пока вроде все устраивает. Не знаю, как оно себя покажет. Ну, в течение рыбалок все будет понятно. А так приятно, приятно. Маленький, но вот уютненький. Все, сейчас будем ужинать, что-нибудь готовить. Такие дела. Так, братан меня зовет кушать. Опа. Карасям бы. Нормально, кресло. Братское сердце, чем сегодня на ужин? Макароны. На ужин макароны даются. А в тюрьме, говорит, сегодня ужин. Макароны. Да. Ништяк, ништяк. Попробуй. Нормально. Не такой это. Давайте, братва. Заклев. Да. А когда за Рождество пить надо? Завтра? Ну, сейчас сочельник, за сочельник. Сейчас запекают рыбу, картошки, овощи. Там, что там, как? Макароны с мясом. Макароны с мясом. Ну, это прям уровень по-любому. Макароны тема. 100%. Ты прям кулешом замутил, да? Красавчик. Они вкусные должны быть, макароны. По-любому. Обалденно. Пошла как домой. Как теща под лед. Че, как ты любишь помакать, видишь? Есть даже. Мазик еще. О. Пачечку. Да? Да, брат. О, тут, брат, посмотри, пока Не надо потихоньку. мазик? Тут, наверное, соус хороший. Такое я люблю. Пойдет. Такое я обожаю. Такое я могу А есть. то вы капусту не кушаете, китки окрашивать не хотите? Братан, вот честно, вот, Мне капусту люблю пипец. да? Не могу себе без нее. Раньше мы вот, ну, помню, банками, понял, вот шинковали. А я Прям тоже вот сам эту делаю. квашеную капусту, Домашнюю, да. Помню, постоянно взрывали капусты, вот это. Слушай, сейчас я вот не знаю, ну, я, может, приелся вот этого всего. Я тоже сам делаю. падки капусту. я как бы. Вот. А так, я смотрю, ты любитель. На камеру я сейчас и пролью. Я сейчас смотри, как делать красиво. Видишь? Ну так я также наливал лук. Надо резко просто делать. И пролил. Да что там, пару капель. Полный наливай. Там еще этот. Ситечку. Аккуратно, аккуратно, смотри, сейчас не скулится. Ну что, тормоза заправили, поужинали. Красота. О, Пашки, тут хорошо вообще. Просторно. Нормалды. Да это ж не просторно, да. Стол большой просто. Ну так, относительно я имею в виду. Нормально. Класс вообще. Тайга. Тропинку уже перемело, блин. Что там? Лещи ждете, нет? Я уже устал подходить к вам, а? Ладно.
Что тут у нас? Будет клевать, нет? Сегодня. Ну давай-ка. Кто-то поет песни, кто-то на рыбалку вышел. Есть. Ой-ой-ой-ой. Вот это хорошо. Да, брат? Очень хорошо. Ребятки, поклевка у нас. Наконец-то. Ништяк. Че, кто дергает? Давай, пробуй. Да. О, Олег у тебя напарник. Оператор. Ну-ка. Да-да, есть. 100%. Только ни щуку не доставай. Ну его нафиг. Слушай, хороший. Да? Да. Да, хороший. Ну как, килошка. 1,5, 2, 3. Хороший. Сюда. Точно. Блин, ну это круто вообще, Может, это праздник. Прям. Может даже подушечку. О, слушай, хороший. Не заходит. О, да ну! Вот это, брат, это нормалды! Какой тут, слышишь, по 2,5, наверное, нахрен. Вот это пойдет. Гуляет. Кабан. Вот это пойдет. Вот это сударь, ништяк. Блин, мы ждали его, ребята. Это праздник просто, на самом деле, под Рождество, понял? Не слюнявый. Это класс. Слушай, хороший кабанчик. О, ну, не знаю. Где-то плюс-минус, наверное. Но 2 точно здесь. 2,200, ребята, даю в нем. Потом завесим, сейчас пойдем. Холодно, ветер. Ребят. Ну да. Ну нет, ложка надо, брат. Ну да, его. Пушечка такая. Давай, Серег, щелкай. Да, фонарь выключи, я тебе своим буду освещать. Ага. Ништяк. Не выключил. Выключи. Во. Всё, так. Ништяк. Выключай. Что-то решили завесить, ребят, так. У страха глаза велики, либо просто мы такие восхищенные были. Я думаю, да. Ну, подушка. Подушка, да. Да, кило 935. Душка, блин. А такой крупный, а? Подушка тоже хорошая. Садаку, да. Килошки больше. Сколько? Я думаю, чуть больше килошки. Ну да, кило на 300-400 надо. А может даже полторашка будет. Он такой длинный, а это толстый. Тарашка, вряд ли. Да, но он уже высох, замерз. Ага. Так. Такс. Да. Полторашка, да, брат? Кило 450. Хороший Олега достал. Нормально. Красава. Блин, круто, ребята. Ну вот, ребятки, победа, я считаю. Это круто. Когда вы знаете, вот так, ну ничего не получается, а вот хопа, поклевка и
Бам, хороший. Это круто. Да. Это победа. Время 10 часов. Ну, до 12, до 11, до часу можно еще даже порыбачить. На леща что-то не знаю. Пойду, не пойду. Ну, сижу что-то так, понту нету. А вот прям поклевка с работкой хорошей. Эх, хорошо. Вот у нас огонь, Ташкент, ребята. Я бы сказал, даже жарко. Ну, вот так прикрываем, и как бы вот вентилятор работает. Тоже, кстати, мне понравилась штука. Она прям дает тепло, прям чувствуется, вот что прям она дает сюда тепло. Нормально. Ну, как-то так, что не знаю. Посидим. Карты играешь? Да. Да? Сейчас поиграем в картишки. Раскатаем. Так, ладно. Блин, ходили. Сапог набрал снега, блин. Такие дела, ребят. Ну, блин, ну это круто, знаете, сразу вот духа прям дает. Ну, рыбаки они такие, знаете, ну, ух, ну, ничего нету, прям бах, есть. И это классно же, правильно? Да. Нормально. И Олег первого сегодня поймал. Вот это тоже круто, потому что первого. Я когда вот первого тоже сюда приехал, я здесь тоже первого судака поймал. Блин, ну, как будто бы, ну, ничего необычного, рыба и рыба. Но она рыба, это рыба, разная рыба, в первую очередь. Это остается в память. Это, да это много чего. Как бы, плюс-минус, зимой, судак, на жерлицу, то бишь, это уже есть галочка. Чуть-чуть поставлена. Вот так мы и делаем. Я в прошлом году ездил на карпа, галочка. Потом Астрахань. Даже там то, что туда добраться только, это уже галочка. Сазана взяли, галочка. Это просто галочки, ребята. Неважно какого размера, ну, это галочка. Ну и 1,5 килограмма, ребята, это хороший судак. Так что Олега можно поздравить, согласен. Ладно, давайте картишки поиграем. Кто может играть, присоединяйтесь. Сейчас что-нибудь раскатаем. Так. Текс. Блин, стол такой, да? Неудобно будет брать. Карты глянцевые. Блин, да. Слушай, этот стол не под эти карты, конечно. Ну что у тебя присутствует? Что? А тут Бубень. подкидного, переводного. Без переводного, Без. подкидного. Подкидного? Ну, подкидного, без переводного только. Ну. Все понятно. Хорошо. Я хожу. Ходи. Ага. Добро? Да. На, держи тебе дублетика сразу. Сразу? Ну, что нет? С козырям. Конечно. Нам не жалко. За друзей с Кирова. А вот это будет проблема, братское сердце. Надо что-то, я не знаю, надо мутить под стол. Червончик. Такой. О, хорошо. Надо, конечно, перевернуть, чтобы никто не полил контору, как говорится. 8, 9. 9. Тузик. Бита. Отлично. Отлично. Ох, блин, да. Это, конечно, неудобно маленько. Ну ладно. Поиграем. Семерочка. Серьезно? Серьезно. Как все плохо? Палет. Тоже мой. Печально, брат, у тебя, да, смотрю? Вообще. А так? Тоже мое. Забираешь? Забираю. Ладно. Червончик. Расход. Расход. Семерочка. Сейчас возьмем. Семерочка. Королек. Уходим. Уходим, да? Тебе не надо, да? Нет. Я так понял. Шестерочка. Валет. Возьми.
сейчас вот говнецо-то приплывет по-любому. Еще одну не забрал. А это что у нас? Это я хожу под тебя. Вася. Шестерка? Не, а шестерка-то. Валялась она у тебя, ты не забрал ее? Я больта не подкинул. Ты мне больта козырного кинул. Да, я да, не да. забрал. Это правильно, тоже моя. Мысли твое. А ее что, нет вообще? А че козырными бьешь? Кого? Вальтом. Зачем? Не надо, да? Не надо, да? Я понял. Для последней оставим. Хорошо. Валет. Валет, давай, добро. Да, беру. 8. 8 крести, я на месте. Нормально? Крести потихоньку уходят, видишь, не будет скоро их. Нормально зарядил, ты слышишь? Блин. Вот конем сделать нет. Давай возьмем. Не надо. Давай возьмем. Давай возьмем, да. Давай, дама. Костя. Бита. Ика. На, обратно ее забирай. Что мне ее дал, ты мне зачем? Валет. Влияет. Хорошо. Разошлись. 6. 6 крести. 6 крестей. Так, пойдет. Бита. Карта дана. Надо, да. Ну, там грудь сейчас, наверное, говнеца поднавалит. Нормально так. Так. Поехали. Девяточка. Валет. Девяточка. Дама. Дама. Моя. Брали, да? Да, блин, стол, слушай, вообще не под игру, конечно. Еле карабкаешь его. Ё-моё. Да, Валет, крышка. Валет. Как моя. 7. 9. 7. 9. Расход. Десять. Туз. Там не имеется такого. Так. Дама. Дама. На даму. Четко. Четко. Валет. 8. Валет. Туз. Бита. Костя. Бита. Бум. Держал, видишь, все держал. Погоны. Держал, да? Держал. Держал, красавчик, держал. Ну молодец. Так, ну ладно. Че? Мне интересно выпускать с самого начала игры. Ну да, разминочка. Ладно, пойдет. Сейчас попробую. Нормально. Ну ты играешь, молодец, мне нравится. Хорошо.
краской спать. Какой ночи. Спокойной ночи. Давай отдыхай тоже. Пацаны, всем привет! И Со шкурой? Либо к дачам, Там либо шкура к есть, дороге, забыл. либо к полянам. И если человек не выходит на связь слишком долго, круг возможных вариантов начинает сужаться сам собой. И тут происходит то, от чего многие в тот момент потеряли дар речи. Тела Елены Кельметовой и ее годовалого сына Эрика были случайно обнаружены Опять такое местными смотришь. жителями в Опять лесу что-то возле опасное. садового товарищества «Дубрава». Документалку Это какую-то. произошло в 13:30 в Любишь четверг, такое, понял? 11 ноября Не, мне 2008 тоже года. интересно То есть такое примерно иногда через смотреть. несколько дней после По чуть-чуть. исчезновения. Любишь Это был Что тот это, момент, сало, что ли, когда да? поиски перестали Ой, сюда. После осмотра стало понятно, что смерть носит насильственный характер. Попробуем Что за писарскую изверг это колбаску. мог сделать? Какой у него был мотив? Эти вопросы Писарская оставались колбаска. открытыми. Вот это-то. Следствие возбудило уголовное дело по статье об Ну, прикольно убийстве такая двух тоже. и более лиц. Параллельно начали выяснять то, что всегда проверяют в первые дни. Круг общения, маршруты, возможные конфликты, алиби родственников. Известно, что в день исчезновения... Так, друзья, ну что, доброго утра. Рождественское. Всех с Рождеством. Проснулись. Ух ты. Погода метет, метель всю ночь. Засыпала хорошенько. Вот вчерашняя наша перестановка, ребята, особо ничего не сыграли. Ну, у нас есть один загар посерединке здесь. И то утром. Не в ночь, а утром, сейчас недавно. Вот. Крайний день сегодня. Завтра уже будем выезжать, собираться. Так что сегодня крайний день. Ну, смысла рыпаться нету. Как показала практика, переставлять нет толку. Люди заезжают, уезжают. Вот. Палатки Ташкент, тепло, на улице не так холодно. Вот. Ну, короче, как-то так. Сейчас, наверное, что, проверимся. Да, пойдем попробовать опять леща. Не знаю. 2 дня кормим. Вчера 3 шевеления, все. Должен же подойти. Не знаю, посмотрим. Вот. Такие дела. Сегодня, возможно, шашлык у нас будет. Серега сказал.
короче, праздник. Ладно, сейчас ходим быстренько. Проверимся. Да пойдем в палатку. Да. Один загар, ребята. Получается за сутки 2-3 загара из всех жерлиц. Мы вчера ушли дальше, перетащили. Ничего. Вообще рыбалка не идет, конечно, но ничего не поделать. Это на плотву. Получается, вторые сутки плотва стоит, живет. Радует, что живец. Это утренняя, возможно, это щука, ребят. Но хотелось бы, конечно, судака. Полная вымотка. Что-то тут полная. Давай, что? Может, твой? Давай. Попробуем, ребятки. Давай рождественского нам на двушечку. Сработало. Сейчас, если брать как кирпич, то сюда. Что-то нету. Вообще ничего. Что-то нет, как будто ничего. Блин. Здоровая сорога здесь. Ага. А, судак. Клыки. Снул, да. Угу. Не осилил. Не осилил такую сорогу здоровую. Специально ставили. Слушай, ходит днем. Да, Еще и двойки, крючок. крупная сорога. Не осилил, блин. Ну вот. Тащил. Ну тащил до конца, но. Судачок хороший был. Маленький. Тот маленький, помнишь он? Когда вот у палатки. Угу. Он даже не размотал. Какой-то ледяной дождь, что ли, был ночью. Все жалятся он в этом изморози. Что, двойку оставим крючок? Да оставим, что? Пускай стоит. Раз, смотри. Ну, бродит судачок, все даже. М. Да. Давай, брат, карасика. Опа. Сороги больше Да, нету у нас. Нехилая она стояла. На щуку, Ага. на судака надо поменьше, но. Карасик пошел. Он все в изморози каком-то, ледяной дождь. Блин, хреново. Вот так вот. Воды, блин, давануло. Нехило. Ну вот так вот как-то у нас. В сутки у нас три сработки. Ну и так получается по информации, что у всех так. Мы еще что-то поймали. Потому что Серега вчера приезжал. И к базе люди выезжают. По 3, по 4 дня жили без одной рыбы. Так что мы-то еще от нулей ушли, получается. Вот с лещом еще, леща бы еще вот половить, хотя бы так на вялку. Не знаю, посмотрим. Сейчас пойду посижу. Опять люди заехали. В общем, кто-то приезжает, кто-то уезжает. Ну, тихо, да. Скучно. Это если по сравнению даже с предыдущими рыбалками на этом озере, это самое худшее.
Ну, еще не вечер, посмотрим. Сегодня стоять будем, ночь будем стоять. Завтра до обеда там плюс-минус. К вечеру нам бы вывести все, вещи все. И потихоньку поедем. Ладно, что, как минимум на рыбалке. В палатке у нас все хорошо. Еды хватает. Настроение более-менее. Вот, как минимум не на диване, в общем, дома. На воздухе. Новогодние каникулы. А у нас дома, ну, у меня морозы по 30. Я обычно в новогодние праздники на избушку езжу. Так пожить просто один. Ладно, что. Как-то так, блин. Какое-то шевеление, ребята, на поплавок. Не поклевка. Задев, походу, рыба. Задевает за леску. На дно не идет. Ходит в толще. 4 метра здесь. Примерно. Может, чуть побольше. Вот сколько раз такое было. Трык. Все. Так бы поклевка бы. А тут просто трык. В сторону. Непонятно. Вчера Серега закормил кашей. Приезжал своей. Я уже заводскую не кормлю. Потому что, не знаю, может, пугаю наоборот или что. Кивок, ребят, тоже. Кивок, конечно, ну, только играть им так плохо видно. Ну, какое-то движение есть здесь, получается. Неужели ни одного не поймаю? За лещом весной надо ехать. Вот здесь раздача, конечно. Можно обалдеть. Жить в палатке, долбить его. Ведрами ловят. Хорошие попадаются тоже. Скорее всего, место не то. Место тут. В той стороне же клюет. Все ловят. А здесь нифига. Ну, здесь и никто не сидит на леща. Ладно уж, проси. Опа. Видали, ребят, видали? Вот что вот это опять такое было. Вот такие подзелы. И все, как бы. Но это явно не поклевка. Просто задевает, скорее всего. Леску. Обидно, конечно. Хоть бы леща половили. Место не то, блин. Ну, туда же не пойдешь ловить. Хотелось половить. Ну, как-то оно так. С рыбалкой в этот раз у нас
не густо. Ну не пусто, но не густо, конечно. По хищнику. Да и по лещу. Ну, в лещ тут, говорю, места нету, скорее всего. Серега говорит, если на прикормку не подойдет на мою, то, говорит, значит, 100% места не то. Потому что прикормка у него специально под это озеро. Уже, говорит, годами проверено. Сыпуха. Это все, говорит, хрень. Ну, мотыль, понятно, кормовой, ну. Ну вот, пожалуйста. С утра встал. Ничего. Ну, посидим, что. Подойдет, может. Я просто сейчас пока кормить не буду точно. Все же, ребятки, я, наверное, подкормлю мотылем чистым. Может, лучше будет. Хуже уже точно не будет. Хуже уже точно не будет. Вот такую жменьку сюда. И такую жменьку вот сюда. Вот рыбу покормим, что. Вода, конечно, блин, хреново, блин. Сейчас поймаем. Оба! Братская кричит, загар у нас. Пошла возня. Ох ты, ближние. А на нее были поклевки. Это меня радует. Шевеление какое-то. Что, ребятки, берем. Берем, я думаю. А? Рождественского-то надо взять. Надо, братская, надо. Надо? Ага. Пошел даже далеко. Ничего страшного, на улице тепло. Это тот же сюда пошел посередочке, видишь, от того. Походу, ну. Пошел к этому. Тут у нас мелкий. Тяжко есть, да? Ой, затупило тут. Блядь, переплюс. Ага. Это плохо. Это плохо, да. Это хорошо. Щука, наверное. Щука. Зараза. Давай. Что-то застеснялась, да? Отошла чуть-чуть. Давай, малышка. Ну, покрути, так хорошо крутила. А теперь не хочет. Конечно, гид-камер понаставляли мы. А ты это? А? Чуть поддерни леску чуть. Давай, давай. Она, скорее всего, маленькая, засекла. Да, там он что-то держит вроде.
Ага. Там, да, держит. Зараза такая. По первому льду топнешь, побежала. Да доставай ее там, скорее всего, нет. Давай, что, заберем. И щучка, наверное. Хе-хе-хе. Ух, потянуло ты как. Ух ты, ничего себе. Не мелочь. Ну, не крупная, но нормальная. О, хорошая. Хорошая щучка. Такая, в районе полторашки даже. Что она так? Что-то Не смело. выделывается, да? Да. Сорожка, ребята. Такие дела. Так, у нас что, нету этого выключателя? Выключателя в этом нет. Выключателя нет, это плохо. Есть. Все. Пробитие. Есть где пробитие. Да, перекрёст получился. Угу. Она, скорее всего, не захватила, да? Захватила. Успела, да? Успела. Ну, она, видать, хапнула хорошо. Видать, хапнула сходу. Мгм. Вот такой же у меня один перекрёст получился. Когда вот Волоколамск. Она с фоткой в Ковану. Я что с подушку подключил. Пришел, и вот такая вот хрень. И она не зацепилась. Так, что у нас? По центру стояла жерлица, по-любому. Хорошая была. Ну, такая, ребята. Щучка. Нормалды, как говорится. Нормалды, нормалды. У меня еще по щуке. По щуке. Ух ты. Вот это уже поклевка, ребята, была. Это уже поклевочка. Это уже поклевка. Уже утопил. Может расшевелиться, блин. Не знаю. Не просекся. Не просекся, ребят. Есть, ребятки, взял. Я его тут долбил. Ух, судак. Жрал капитально. Смотри, полосы какие. Ну что, победили. Первый хапнул. Ну, мормышку взял. Победа, как говорится.
Мормышка легенькая, долго спускается слизнявик. Под него полотенце надо. Ну вот, не знаю, может подойдет. Потом можно еще мотылька будет сыпануть. Чистого, без этого. Без сыпухи. Может реально сыпуха отгоняет только. Все-таки прикормка летняя, она даже не зимняя. Ну, хотя, ну, в общем, не знаю, ребят. Серега вообще кормит кашей. Только, говорит, каша работает. Сыпуха, говорит, давно, говорит, уже не рыбачу. Так, ну что, победили? Все нормально, тут нормально. Не знаю, мы, конечно, коромыслом я не рыбачил. Грузик с крючком. Весной, вот когда мы приезжали сюда, хорошо работал. Не знаю, коромысл как. Не рыбачил, не знаю, ребят, не скажу ничего. Ну, поклевка была. Сейчас уже притопил, и тут смотрю, тык-тык, аккуратненько. Весь коцаный. Судаки здесь есть, видали, рано. Так, шевеление, ребята. На удочку опять. На игру не хотит. Настоящий шевельнул. Подошли, что ли? Так, ну это радует меня, ребят. Это же неудобно, удочка далеко. Пока дотянешься до нее. Короче, вообще неудобно. Все как-то неправильно. Ну ладно. Ну, не хочется. Есть, ребятки. Зацепил ту, походу. Вторую зацепил. Небольшой. Мелкий подлещик. Это мелкий начудил. Крупный так. Вообще соберется. Так, ну что. Второй, ребята. Победа. Содрал, правда, у меня. Все барахло. Ладно. Резиночка вон есть. Резиночка есть.
радует. Это, ребята, радует. Не может не радовать. На мормышку. Пока. Так. Нормалды. Нормалды. Блин, ах, уронил воду. Уточку. Что тут зацепилось? Что-то все запуталось. Так. Можно еще сыпануть, мне кажется, мотылька. Пока стайка подошла, надо удержать ее. Ну, это не большенький. Шевеления есть такие небольшие. Жик, жик. Очень нежно. Очень нежно. Кивок еле-еле, ребята, ходит. Сыпанула еще мотылька немного. Что прекратилось. Поклевала чуть-чуть и все. Сейчас вот минут 15 не было ничего. Сейчас первое шевеление. Недолго музыка играла. Стайка, видать, проходила какая-то. Ну, поклевала буквально вот минут 5-7. 2 штучек задернул. Ладно, братулец. Обед приготовил. Ребят, красота. Так че бы не жить, да? Ну ладно. Ну я после обеда сюда приду еще. Посмотрим. Сыпанул сейчас мотылька еще. Не знаю. Зовет уже. Чего? Иду. Все, погнали. Братан, кормит. Удочки, ребят, я поднимаю, потому что мало ли поклевка утащит. Вот. Ну что у нас? Два подлеца. Мелкий, конечно. Ну ничего, как есть. Братское сердце удивляет. Макароны с тушенкой и с яичком. Икра тамбовская, черный хлебушек и поле чудес. В интеллектуальном казино, мне кажется, здесь не рискнуть, не сыграть. Я человек азартный, поэтому я бы однозначно сыграл. Не знаю, почему Дарина... Алексей, может быть, вы и в казино, а мы тут в интеллектуальном клубе. Ну вот сколько я его смотрю. Ну, Алексей, а с другой стороны, наверное, это естественно, что вы бы рисковали, потому что для вас же что главное? Что телезрители выиграли. Так, друзья, ну что, зашел в палатку. Опять буду пробовать сидеть. Пообедали, немножко так даже посидели, отдохнули, что ли. Вот, подходили зрители канала, подписчиками, ребят, я никого не называю, для меня как-то это неудобно, что ли, неприятно даже. Александр, вроде Ирина. Прошу прощения, если немножко спутал с Подмосковья. Сфоткались, надо было записать, конечно, на видео. Такие стеснительные. Сфоткались. Для меня очень приятно. Смотрят ролики. Приехали сюда тоже отдыхать на новогодние праздники. Вот вам большой привет. Молодцы. Это очень меня вдохновляет на самом деле. Что, ну, вот эти ролики, да, вот эти кинчики, там, фильмами я тоже не назову, потому что, ну, здесь все-таки как бы в большей степени любительская съемка.
Вот, и оборудование у меня слабое, чтобы какой-то формат такой показывать. Ну, очень приятно, что вдохновляет людей, как бы, на такие вот. Ну, в общем, ребята смотрят, покупают палатки, уезжают и вот отдыхают. Это очень круто. Так что такие дела. Как бы стараюсь, ребята, что-то показать новенькое. Вот в первую очередь тоже вот этими поездками, какие-то новые места, новые знакомства. Вот. Как бы, ну, не сижу на месте, так скажем, стараюсь что-то показать, вот что-то как-то куда-то выехать. Благодаря Братульцу, конечно, вот много поездок у нас новых получилось. Да, это, конечно, сейчас не очень просто, и это не дешево, но все же, ребят, бомблю, снимаю, стараюсь что-то показать новенькое, удивить, часто ролики выкладываю, вот, в общем, как-то оно так. Всем спасибо, ребят, кто поддерживает канал вообще в целом, не только там комментариям, там лайками, ну и вообще в целом, кто живет, прям со мной проживает, так скажем. Всем фанатам, кто не пропускает ни одного ролика, огромный привет. Вам спасибо. Вот ваша мотивация как бы для меня важна, и в первую очередь я стараюсь для зрителя показать. Вот. Бывает, что даже вот, ну, с камеры вот этой рыбалку, ну, грубо говоря, прозеваешь. Те же поклевки, вот, в первую очередь не за удочкой тянешься, а тянешься за камерой, чтобы как-то вот что-то снять. Съемки для меня важны. Вот, и я уже даже, может, не получаю того удовольствия, да, вот, которое вот раньше было, вот рыбалка, вот это все. Вот это уже как работа переросла. Вот. Ну, все же стараюсь, ребят, стараюсь для вас. И спасибо, кто понимает, кто поддерживает и не оценивает один ролик. Потому что это все по настроению. Это все, ну, настроение у меня, настроение у зрителя, да, и вот какой-то негатив пошел. И оценивают по какому-то одному ролику, да, в целом. А кто, в принципе, давно со мной, тот понимает, да, что это рыбалка. И она не может быть прям вау постоянно быть. В общем, ну, я проживаю дни, и они бывают разные, удачные, неудачные, всякое бывает. И поломки, и провалы, и за свою историю уже и утопленники были, там, и сам чуть не утонул, там, ну, волки, в общем, тоже на грани уже что-то бывало, но опять же, вот, как-то оно так. Так что всем спасибо, ребят, вот честное слово, мне очень приятно, когда вот подходят, когда вот прям реально вот от души видно, что люди смотрят, как бы, и вот, ну, они вообще как бы с другой области, там, да, вот другие условия рыбалки, но все же как бы смотрят и уважают, ценят, и мне это очень приятно, на самом деле. По-другому не скажешь. Так что, ребят, дружба, жвачка, как говорится. Вот. Времена тяжелые, но надо быть как-то попроще. Вот. И в комментариях тоже писак очень много стало. Ну, понятно, что там может как-то с подковыркой, но опять же, вот, я вот лишний раз гадость, ну, точно писать не буду, допустим, кого я смотрю. Ну, потому что я понимаю, что не всегда получается, это не сценарий, это не кино. Когда тебя снимают там 1000 людей, там тебя гримируют, там что-то там. Я проснулся там с такой шайбой неумытой, ну, и как бы у меня нет таких условий там, да, допустим. Ну, здесь она правда. Здесь она правда, здесь не наиграно ничего, и здесь вот именно в первую очередь донести именно как оно есть, а не как оно вот на диване человек смотрит, как это все просто, красиво и круто. На самом деле это много дел, много сложностей там, физических там нагрузок также, да, вот не досыпаешь, не высыпаешься там, вот, ну, как-то оно так. Вот, понимающим всем огромное спасибо, вот, в первую очередь, хотелось бы сказать, 26 у нас, да, наступил год,
Вот. Бомбим, будем бомбить. Пока все реально не прикроют, хотя уже с ютубом там 1000 проблем. Вот. Я же все-таки склонен к ютубу. Для меня это в первую очередь первая площадка, на которой я вырос, на которых я собрал аудиторию. Причем не маленькую, для меня это огромная сумма. Ну, количество, так скажем, да. Вот. Я сам живу в деревне, в которой даже 1000 людей нету, и для меня это большая цифра. Ну, как-то вон так. Так что, ребят, будем надеяться, что будет все хорошо, будем продолжать уезжать, снимать. Вот. Как-то оно так. Пальчик в воздух, ребята, от вас. Мне будет приятно. Чего он до конца не горит, нахуй? Непонятно мне это. Ты ебаный пидорас, блядь. Снимаешь, да, брат? Сашенька, снимаешь, блин? Раскорячился этот брючок долбаный. Так, ребят, ну что, у нас вечеринка рождественская. Серега позвал нас на шашлычки. Уже первую партию приготовил. Стейки там. У нас стейки были, отдали утром. Серега должен приготовить. И вон фонарик едет уже. Поедем. Они вот как раз с Юлей рядышком рыбачат. Совсем Вот у них лещ уже у них хорошо. Полкилометра отсюда. Вот как-то так. А здесь вот только-только начал расклевывать. Что делать нечего. Завтра домой съездим. Погода позволяет. Шашлычная как раз. Поедем, как говорится, с друзьями посидим. Поговорим. Большой брат прибыл. Кто заказывал такси в Дубровке? До Твери сколько, дед? 40. Поехали. Два счетчика. Осташку 2, Солидару 1,5. Все понял. А как пахнет-то, запах. Юль, привет. Привет. С Рождеством. Привет. И тебя тоже с праздником. Праздничком. Праздник. Нормально? Вот это мы удачно залетели. Мясо-то, мясок хорошее, Серега. Ну не знаю, будем пробовать. А шашлычок под коньячок? Так мы уже, кажется, пробовали ваш шашлык. Да. Нет, ты не пробовал наш шашлык. Нет? На Новый год, да, мы шашлык пробовали. А вот когда знакомились первый раз на льду, ты пробовал как раз Андрюшин шашлык. А чё б так, ребят, не жить, да? Придется уже с Все бы так жили. Однажды подарили на этом месте этот нож. Не, сегодня тепло, на самом деле, очень классная погода. Прям шашлычком можно прям заняться. Мне кажется, многие сейчас кто-то из вас, наверное, готовит шашлык на 7 число. Уже третий год. Это Такие дела. Так, ребят, ну немножко хотел показать. Серега двигается на Тафаваре.
на стандарте. Я с такого начинал. Правда, у него двигатель 20-ка, у меня был 15-ка. Кофр, аккумулятор. В общем, заряжен Серега, нормально, молодец. В плане этого. Саночки. Это мои саночки, я ему когда-то отдавал, когда он приезжал первый раз на первый лед. Вот. Палатка Снегирь 4Т. У нас 4 талонг. Это 4Т. Вибаста работает. Ну вот, китайская. Нормально, говорит. За все время литров 10, говорит, спалили. Вот они 3 дня тоже живут, 3 дня. Вот. Шнек тоже Серега такой взял. Класс. Вообще на что-то поверьте. Ну, плюс-минус. Жерлички тут стоят рядышком. Вот. Правда, по хищнику у них никак. Вот. Полянка. На льду всегда это прикольно, но всегда так. Вот. Вот так вот рыбачат. Классно лунки сделали. Ну, сколько рыбы надубасили. Юля наловила. Вот это, Юлька, ты молодец. О, хорошенькие, да. Вообще. Что делаешь, Юля, с ним? Что делаю? Котлеты? Соседям раздам. Серьезно? Родственникам. Молодцы. Сами пожарим. Юль, молодец. Вот это пойдет. Такие дела, ребят. Ладно? Посидим, покушаем, пообщаемся. Возьми стул, там же есть палатку, у вас 5 табуреток. Конечно. Которые отдали. Надо было точно табуретки взять. Они куда А ты слышал, я видел вчера прикол, скинул тебе. Андрюх, скинь локацию, где стол такой взял. Как там уже кто-то уже ссылку скинул. Скинул, да. Высаживайте. Нет, садись, я постою. Я достану, если мне нужно будет. Садись, Андрюх, там есть еще стул, она просто... Я пошел постою. Конечно. Есть Да, стул, широко конечно. есть. Она просто говорит, я постою. Давай, отец, нагибай. Вот такая вот, пойдет? Да запью разок. Она, это, с этим. Блин, ну теплая Она вообще не теплая. нормально. Ухода стояла. А ты что такое тут? Что ты такое бьешь? А это мое. Настойка? Настойка. Нет, это не то, что там налито, это своя настойка. Нет, ну я тебе помнишь говорил, что я водку покупаю, бальзам этим развожу, который тебе кашинский. Вы любитель Бальзам, такого, что да? кашинский. Я понял. Любитель такого, да? У меня долго стояла бутылка. Нет, правильно? Ты начала ее. Оно не сладенькое, оно бальзам каша, этот, который я тебе что привозил. Да, тут бумагу. Вот я водку и туда добавляю, сам развожу, он же не сладкий. И что, как нормально? Лучше, сказал, Там есть жар. Не, они пусть ты их пореже верти. Они дойдут. Я нет, просто подвинул, да, пожать что-то. никак не могу. Ну, деда заставили открывать. Какой ты дед? Дважды дед уже. Мы еще внучку не видели. нам Выписали? надо еще. Да, выписали дома. Мы поехали сюда и выписали. Сколько веса? Слушай, хорошо. 3,570, да? 3,450. А, 3,450. Кстати, Серега, у нас, знаешь, такая традиция была, когда вот кого-то сын там или дочка рождается, за каждый килограмм типа литр, понял? Ага, ну, Андрюх. 3,450, понял? Неподготовленный. Ну, что Все. Наверное, столько и ушло с Нет, 3 числа. подожди, так это с отца, а не с деда. Ну да. Ну да. А дед-то еще больше должен. А, дед должен вдвойне, да. И за дочку, да, как Конечно, говорится. дед там должен И вообще за просто внучку. бабы закинуть нормально. Слушай, ну я вот так по это самое, да, как говорится. А что за коньяк? Не знаю. Коньяк давай? Ну да. Ты привез коньяк? Да, я это. На, попробуй вон. Хочу, знаешь, что сказать, Андрюх? Паш, тост, Олег. Юля, тоже тост. Вот, давайте ценить дружбу. Много дружбы, знаешь, великая годами есть, а теряется в раз. Можно знакомиться 10, знакомым быть 10, 20, 30 лет, 40 лет, 50 лет. А друзья разбегаются по-разному. А вот мы собираемся вот так, как можем. Ну да. И вот я хочу, чтобы наша дружба продолжалась. Сейчас, Тимочка, сейчас. Да, конечно, это не часто может встречаться, мы не можем. Сейчас Ну, дядя тост по возможности мы должны встречаться. На нашей земле Тверской, значит, на нашей земле Тверской. В Сыктывкаре, значит, в Сыктывкаре. У нас теперь есть... Неправильно. У нас теперь немного есть... Не в Сыктывкаре, а в Коме. У нас тост Коме, просто. В Коме крае. Да, ну Коме Сейчас крае, ну тост маленький, там, да. В Коме крае. Вот.
Вон, Ну, у нас теперь есть еще, Кировская область. у нас теперь есть еще промежуток, где мы можем ближе Минералку, встречаться. да. Так что еще и в Кировине. Так что Минералку. Вот она так оно и есть, да. поэтому Вот это правильно. ты ценим той дружбу. Вот мы сейчас живем, мы должны Не ценить пью каждый я. шаг, Как обещал. каждый момент, каждую секунду жизни. Да нет, ты чего? Поэтому дай Бог, чтобы все Не, здоровья. минералочку. Олег, тебе здоровья тоже, Паша. Давайте, чтобы... как Красавчик, говорится, красавчик, мужик, приехал. Ну, все было. Будем живы-здоровы, будем встречаться. ребята. Да, да. И поэтому, если пригласите, будет возможность, просто сорвемся и приедем. Да. Ну, как мы, в принципе, всегда делаем. Как вы. Золотые Вы слова. вообще сорвались, вообще спонтанно. Мы с Юлей За час, выезжаем. за час. Паша говорит, я еду. Я ему в 6 Ты утра ты рассказал. завезешь, За час собрал. завезу без проблем, Паш, все, приезжай. Ты мне звонишь в 8 утра, или в 9 утра звонишь. 9 утра. Я говорю, как дела, как что, там, это с Новым годом. Я говорю, ну так, все. Ну, я, говорит, на озеро выезжаю, говорит, это самое. Я говорю, что, я там поедешь? Да нет, в Тверь. Да ну нафиг. Как? Ну, Паш позвонил, говорит, а что ж ты нас не зовешь? Мы сейчас. Молодцы. Вот так вот, спонтанно, как говорится. Что, Но сын, рассказывай. Да, да, да. чтобы были все живы и здоровы. Давайте. Вернулись домой. Что, хорошо все у нас? Тепленько. Да, хорошо. Сейчас наведем порядок, ребятки. И нормально будет. А мне тепло. Хорошо. Мне просто бочка нужна, камну. Че, по ним водички свежей можно довести. Так, люблю. Да вода хуёвая. Она мутная вся уже. Так, ребят, доброе утро. Ну что, все. С раннего утра мы начали движуху сборов. Не стали мы тут до обеда сиськи мять. Хотели мы тут к обеду, к вечеру уже собраться, выезжать в ночь. Ни одного подъема. Короче, Пашка уже там с утра начал ковыряться. Мы, в общем, проснулись и потихоньку, помаленьку, в общем, начали собирать вещи. Делать нечего здесь, рыба не клюет. Так что такие дела. Вот. Да, ну как есть, что потом поделать. Вот так выспались, нормально в целом. Ночью опять, говорю, была у нас проблема с печкой. Вроде потом более-менее. Так что 8 труба, ребят. Берите 8. Она получше. Она подольше все равно, как бы. Она забивается, да, вопросов нету, но прожигаешь и вроде как нормально. За 3 суток я печку вообще не доставал. Понятно, там много сейчас золы всякого. Ну, как-то так. Ладно, собираемся. Потихоньку.
Вот как раз где выход, братан, где выход, вот, да. Ближе к выходу делай. Вот там забилось. Где этот холодное на горячее выходит. Там забивается обычно. Не, пошла тяга. Вон сколько вылетело, блин. О, фига повылетало, смотри. Жестко все. Смотри, сколько, видишь, сколько этого сажи. Да. Береза, брат, твоя. Как суется. У нас тоже вон тут все, смотрю, текет, блин. Олег, у нас тяга нормальная? Да, у нас нормально, если открываешь. Я делаю. Ну и все, хорошо. У Пашки не горит нифига. Забито. Надо разбирать. Ну теперь уж хули. Птичку затащить. Нету тяги, братан. Должно быть прям плывать. Хотя я не знаю. Вроде как разгорелось вроде. Малышка радует. Второй поход со мной. 70%. Вообще отлично. Так что доволен. Нормально. Дальше идем. Так, ребят, ну чё,
шмурдяк собрали. Олег пошел собирать жерлиц. И у нас загар. Загарчик напоследок, так скажем. Вот под палаткой, ребят, спрашивали. Вот вода, не вода. Вот топчу снег. Но я обычно техникой накатываю. Ну, в принципе, вот возле печки. Ну, даже воды практически нету. Нормально. Вот. А Паша почистил у нас лопатой снег. Вот вода есть немного. Ну как немного, нормально так. Вот. Вот тут, видите, сколько воды. Как-то так. Ну и вот столько шмурдяка у нас. Как говорится. Вещей много. Так. Что тут напоследочек у нас? Слушай, ну осталось там пару оборотов. Да? Ну, так что может и есть. Давай. Бери. Пробуй. Я думаю, там ничего нет. Не знаю, посмотрим. Так-то там 2 оборота осталось. Может 3. 3 оборота осталось. Да? Ага. Судак, если только небольшой. Щука осиливает обычно. Ага. Что-то есть. Есть, да. Сюда. Небольшой. Может, щука не пойму. Щукарка. Киушница. Даже не дергает. Как судак. Киушница. Ну, днем, да. Ну днем, да, понятно. Напоследочек. Ах, ребятки. Ветерок холодный. Морозы сюда идут. Ну, у нас дома тоже морозы. Вот. Праздники, не знаю, ребятки у нас там рыбачат, не рыбачат. Да рыбачат, наверное. Ну что, побывал еще раз, ребята, на этом я озере. Да, в этот раз немножко неудачно, но не пустые, как бы. И то, я считаю, судака своего поймали, леща своего поймали. Так что как-то так. Все скучают, на самом деле, у всех рыбалка вообще никакая. Так что мы еще с рыбкой, так скажем, круто провели время. Вот, сейчас Серега приехал, уже рыбачит. Сейчас сделаем пару ходок. Вот, загрузимся и потихоньку пойдем, ребята. Ехать нам целые сутки. Паша 4 часа и вы дома. А нам, ребята, пилить и пилить. Олег, конечно, красавчик. Вообще молодчага. Вот. Ну, познакомились. Очередные знакомства, ребята. Это всегда круто. Теперь у нас кировские ребята на связи. Кировским всем привет. Вот так вот, ребят, надо кататься, дружить, рыбачить, проводить время на природе. Это дорого стоит. А рыбалка, рыба, это второстепенно. Это не магазин, понятное дело. Так что занимайтесь, ребята, рыбалкой. Покупайте палатки. Выезжайте просто без рыбалки, просто пожить. Вот ребята тут просто гуляют, готовят кушать, отдыхают. В общем, это круто. Такие дела. Так, я сейчас кого-то одного завезу. Олега на машину завел и подгревался. Да? Олега сейчас положил. Да.
будет, вы там начнете сказать, поэтому нагреется будет. Не приезжай больше. Пошла охотка. Как приехал. Все, ребята, двумя ходками в маленькие санки сел. Тут полное все. Такие дела. Все, выезжаем, как говорится. Поехали потихоньку. Все, большое местечко. Все было круто. Поднись ровно. Повыше, да? Да, давай пол засунешь, чтобы бегать. Бред, что было. А потом... Слушай, я их вытаскивал. Нормально было. И вот так-то проходят за вчера. Ладно. Да. Все, сейчас мы там.
приглашение. Дай бог, увидимся еще. Прыгайте ее вот на родину. Потому что дорога набита у вас. Я больше так не поеду, я полетал. Тремя путями я больше, да? Это тебе тоже крюк такой делаешь. Отлично. 500, да? 800 туда обратно. Ну давайте, Ладно, давай. Поедем. давайте. На связи. От связи. Так, братцы, ну что, попылили мы, как говорится. Все, распрощались с Серегой. Серега тоже будет собираться сегодня. Завтра уже на работу. Паша не стал, ну как бы не стали вместе выезжать, потому что нам направо, ему налево. Короче, решили мы через Тверь поехать. Да. В Москву, короче, мы проезжаем. Не проезжаем, точнее, мы ее, ну, не будем заезжать мы в нее лишнее. Ну все, что, впереди плюс-минус сутки, ребята, дороги. Как-то так, не знаю. Может, что интересно там, может, покажу. В Тверь будем проезжать заодно. Я в Твери еще ни разу не был, кстати. Вот. Ну, как-то так, короче. Ох ты. Такие дела, ребят. Ну, вот, что сказать. Не знаю, что сказать. Все сами видели, как говорится. Вот. Нормально провели время, что самое главное. Рыбалка это. Рыбалка, она такая есть. Сегодня густо, завтра пусто. Так что такие дела. Нормально. Да, прокатились, конечно, нехило. Дай бог, что все нормально, доедем. Без всяких переключений. Вот. Потихонечку допылеем. Да, время 13:23, уезжаем. Еще часа 2-3 будет у нас СТО. Ну и потом погнали. Такие дела. Все, полетели. Народу море, люди отдыхают, база полная. Правильно делать.
что, ребят, все. Я дома. 7 утра. Добрались. Тяжко, я не знаю. Ну, Олег, ребята, вывез коляску просто. Я поражаюсь. Блин, ну... Он просто держит свою машину, он ее понимает и просто, блин, красота вообще. Довез, прокатил меня просто с ветерком. В общем, 2 часа мы вчера выехали, 7 утра приехали. Туда заезжали сутки, больше суток. Сейчас получилось меньше. Потому что без всяких там Москвы. Ну, в общем, топили и топили. Останавливались только на заправку. 5 раз заправлялись. Вот. И Олег еще до дома, обратную сторону. В общем, у пацана получилось больше 1000 километров просто так, чтобы съездить за мной, так скажем. Не знаю, этого стоит, но Олег сказал, этого стоит. Вот. Нормальный пацан. Берем в команду. Такие дела. Пока меня не было, ребят, ничего, в принципе, не изменилось. Только сыпет снег. Сейчас он лопатой прошелся до гаража. Сантиметров 20-30, наверное, насыпало снега. Новогодние праздники продолжаются. Минус 20, что-то такое у нас. Вот. Вот такой маршрут, ребята, мы дали. Нормально областей проехали. Вот. Нормально, в общем. Ну, топить баню будем. Отходить, наверное, пару дней после такого маршрута. Вот. Ну и в целом как-то так, ребят. Давайте увидимся. Всем пока. Что, братан, расскажи вкратце. Чё? Это Саныч не хватает для таких историй. Нет, спонтанно сорвались. У меня не ждет. Да, что, так всегда же надо срываться. Я думал, что это спонтанный выезд стрельнет нормально. Но озеро подводит нас. Так вообще всегда надо собираться. Когда планируешь, это сколько раз не получалось. Че, какие планы? Пока надо болт забить на это озеро. Планы, что, другое надо искать. Наметки есть уже. Север пробивать надо, да? Ты север, да, это по щук, я по судаку говорю. Ну есть же заметки, правильно? Да. Вот. Судачка тоже прикольно на вечер. Надо что-то надо делать, искать, наверное. Да, если бы не судак, я бы на это озеро не гонял, на самом деле. Ну конечно, и меня подкупает судак, естественно. У меня здесь, ну его никак нам не поймать. Вот. Щука-то понятно, да. А судак это да. Ну поймали своего, что. Ну да. Как не пустые же все равно. Понятно, что кажется, только проехали. Ну люди вот, знаешь, бывает пишут, типа вот потратили, знаешь, там вот все расценивают, что можно купить, типа рыбы. Ну да. Но Да не, дело же не в этом конечно. же, правильно? Конечно. Естественно, как бы можно там, сколько это все потрачено, там Братан, икру. понятное дело, если мы сейчас продать вот это все, что у нас есть, может судака до конца своих дней есть. Купить и кушать его. Еще в ресторане, чтобы ты понял, да. Нет, конечно, это же увлечение, хобби, это отдушина. Блин, ну все по-разному заморачиваются, естественно. Кто-то на лыжах бегает, там, кто-то, я не знаю, там, с парашюта там прыгает. Кто-то там, ну там те же снегоходчики, просто по катушке, знаешь, там, да. А тут вот это рыбалка. Ну да. Уединение с природой. Как бы Да как. нет, кайф, да, такой. Все равно своеобразно. Да. Пожить в палатке это тоже зимой, тем более, это классно. У меня родители спрашивают, вот, мать переживает, вот что ты рыбак, в кого? Ну в кого? Они меня таскали вот с такого на рыбалке. Причем они-то ездили, такого еще не было. Ну понятно. Но все равно нас таскали по 3 дня, они никогда на день не ездили. У них отец сделал для детей прицеп с тентом, мы там спали. Они в палатке такой на земле, понял, ну, с этим. Кстати, постоянно спрашивают, от какого, что типа Паша там, я называю там, нет, казах, там не казах, то что с Казахстана, вот откуда вот именно конкретно получается? Озеро Балхаш. Балхаш, да? Да, Приозерск, но это там военная часть. А так Сарышаган прям на берегу, рядом с Приозерском, 12 километров. Ну ты там немного был, да, прожил? В 11 лет. 11 лет. Ну, то бишь, с рождения, получается, до 11 лет, да? Угу. Кажется, да, 96-й год, кажется. 93-й, не помню.
Уехали мы. Ну, все равно это же твое детство, правильно? Родина, как ни Ну, крути. конечно, родина, да. Малая родина считается. Потом у тебя Тамбов, правильно? И все, да. Ну и Москва, ты сейчас в Москве. Приехал на один день уже 10 лет. 10 лет, да, уже в Москве. Ну да. Такие дела. Ну да, жизнь такая штука. Казахстан, Балхаш, охота, конечно, еще увидеть вообще. Но есть план, правильно, сгадаться. Да, конечно, надо ехать. Машину надо обновить, да поехать. Пашка зовет. Съездим, наверное, ребят, что. Так что кто с Казахстана... Там класс, да, там и встретят хорошо, и порыбачим, ништяк. На остров перевезут нас, будем кайфовать, кушать арбузов, хлеб. Там нормально баранинку. Класс. Далеко, правда, там. А как заездом по границе вот? Да без проблем вроде. Ну вот сейчас я там, Сашка у меня вот с Москвы, кстати, они сейчас отдыхают, новогодние праздники, там спокойно приехали. Не, ну просто в связи сейчас, что есть, я хрен узнает, ну вроде все без проблем было. Чем мы там сейчас дружим, с ними не дружим, я не знаю. Да, наверное, брат ездит туда постоянно к родителям мой, двоюродным. Я думаю, что это без проблем. Понятно, что. Рыбку вывезти, вот, бывало, да. Я один раз на самолете пытался возить, ну вывез через взяточку, что денег давать. Да. Понятно, что. Ладно. Как минимум, встретились. Да нет, это дорого стоит, конечно, причем это даже дело не в рыбе, ни в чем. Понял, понял. Движ. Мы попытались, что, мы приехали. А рыба не рыба, бог с ним. Что делаете? Делаете как мы, да? А лучше круче? По-любому, да? Конечно. Надо выезжать, покупать палатки. Выезжать, Да, встречаться. Сейчас можно отдыхать в России, согласись, братан? Сейчас есть все для этого. Да, конечно. Даже зимой вот так, ребята. Ну, это не расценивать, прям вот сразу начинать там с каких-то больших дорогих палаток, там. Все с опытом приходит, понятно. Да не, ну это уже мы, да, там это, когда все хочется лучше пробуешь. А так-то, ну что, ну вот брал я первую свою палатку в жизни и печку, ну мы же в ней жили. Ну да. Кайфовали. Так же, да? Конечно, выезжали. Это ж потом начинаешь там примудряться, вроде как это. Не, ну видишь, что мы выезжаем, бывает, надолго, что мы можем стоять неделями. Понятно, каждый нюанс уже у нас это. Ну да, понятно. Мы уже начинаем там и полы, там и все это. Потому что разные есть, попадаешь в погодные условия и т.д. А так-то, конечно, можно что-то гоняться. Вот он мне только что звонил. Ладно, ребятки, давайте у Сереги увидимся.